Всем привет! С вами Константин и Лариса. И это вторая серия нашего путешествия в поселок Пивкохорье. Недалеко от поселочка мы нашли очень красивое озеро и один из лучших пляжей полуострова Кассандра. А также посетили термальные источники Лутра. Устраивайтесь поудобнее, авансом ставьте лайки, потому что серия будет очень интересная и познавательная. Погнали! Стоп! Друзья, кто не смотрел нашу первую серию о поселке Пивкохорье, ссылку мы оставим здесь и в описании к видео. Посмотрите обязательно, чтобы у вас сложилась полная картина нашего путешествия. Здесь небольшое озеро недалеко от Пивкохорья. Мы так поняли, что это небольшой порт для лодочек. Здесь паркуются. Сейчас покажем вам все. Друзья, путь сюда у нас лежал через действительно сосновый лес. Очень живописное место. Причем можно на машине подъехать прям под сосновые деревья. Многие здесь делают вроде кемпинга, там палаточки натягивают. Ну, очень приятное глазу место. Да, кстати, по карте, если можно посмотреть, там называется место, это Лагун-Бич. Ну, не знаю, здесь прям нет такого организованного пляжа. Чуть подальше, вот через этот перешейк, да, мы видим там зонтики, лежаки. А здесь прям такое очень уединенное, тихое место. Классное. Да, сейчас мы покажем вам озеро. Вот здесь припаркованные лодочки. Кстати, мы видели здесь прокат лодок. Можно лодочку взять на прокат. Такая тишина, да? Да, друзья, здесь очень-очень тихо. И какая-то лодочка заработала. Лодочка плывет, да. По-моему, это естественное озеро. Морское? Морское, да. Ну вот, на дне водоросли. Друзья, мы подъехали к этому озеру с правой стороны. Здесь нет как такового вот прям пляжа, чтобы покупаться. Тут очень много рыбаков, какой-то кемпинг небольшой. Палаточки стоят вот в этом сосновом лесу. Но вот с другой стороны, если подъехать с левой стороны, ну смотря с дороги, то там уже организованный пляж, там тоже сосновый лес. И туда можно прям в этот лес подъехать на машине, там сделать пикничок, остановиться, отдохнуть. Но, честно скажу, ну, озеро радует глаз. То есть и сама обстановка, и то, что оно, по сути, вокруг сосновый лес, он, конечно, добавляет своего колорита. Рекомендую это озеро. Это 5 километров примерно от поселка Пивкохорье на машине, ну, 5 минут, сами понимаете. Пойдемте дальше. Очень чистая вода, но здесь уже прям крупная галька. Загружаемся? Да, поехали. Мы отъехали чуть дальше от озера, где были до этого. Здесь находится пляж, я не знаю, как правильно называется, Гларакавос, Гларакавос. В общем-то, непонятно, куда ставить ударение. Здесь огромная береговая линия, песочек. Ой, я уже не знаю, вода прозрачная, что говорить. В Халкидиках этим летом просто безупречная вода. Ну, здесь находится бич-бар. Мы сейчас пока парковались возле него.
находимся в недоумении, как здесь люди отдыхают, потому что там постоянно работает генератор. Он просто тут шумит на весь пляж. Я бы не смогла в такой атмосфере расслабиться, отдохнуть. Ну, вот можно отойти чуть подальше. Там тоже бич-бар есть вдалеке, а здесь есть линия вообще без зонтиков. Можно вообще сидеть в тишине и наслаждаться шумом моря. Здесь немножко гальки, песок. Ну, в принципе, очень чисто и очень приличное место. Мы все ближе и ближе к краю Кассандры подходим. Скоро мы узнаем, есть ли жизнь на краю Кассандры, и вам это расскажем. На горизонте виден мыс. Сейчас мы на машине поедем, обогнем его. Там находится пляж, который называется Golden Beach. Но само название говорит об этом пляже. Наверное, действительно стоит того, чтобы его посетить. Ну, по крайней мере, так говорят, что там песочек, все очень достойно. Сейчас поедем и посмотрим, правда ли это. Друзья, честно говоря, мы любим либо, знаете, вот прям песочные пляжи, чтобы был песок-песок, либо чтобы была такая, ну, крупная галька. Ну, крупную гальку я помню пока только на острове Кефалония, да? Да. Изумительное место. Когда-нибудь мы туда доберемся и вам это покажем. Обязательно. Так, ну все, мы сейчас собираемся. Мы здесь тоже не хотим купаться. Но здесь живописно, если честно. Если бы не вот этот генератор, я сначала думал трактор работает. Оказалось генератор. Сейчас я подойду, вам покажу. Слышите? Да, наверное, слышно его. Вот место, бич-бар. Сосны, все красиво, бич-бар и генератор. И да, и генератор, пожалуйста. Наслаждайтесь тишиной и звуком моря. Вот наша машина как внедорожник уже после посещения лесов, озер. Вау, какая уютная бухточка, какой песочек, прелесть. Друзья, песок вообще просто мелкий-мелкий, такой приятный. Слушайте, действительно Golden Beach. Приятный песок, место красивое, бухточка изумительная. Достойное место. Как ни странно, здесь прям теплая вода, я не знаю почему. То ли течение, то ли что. А может, уже привык. Хочешь искупаться, рискнем? Не рискнем, а что, вода здесь теплая. Ты уверен? 100%. Не знаю, для меня уже прохладно. Друзья, мы все-таки решились искупаться. Я попробовал, водичка вроде бы теплая. Сейчас мы ее опробуем. Сейчас я проверю. Что-то я не очень тебе верю. Погнали. Погнали. Мы очень довольны тем, что мы нашли этот пляж. Я честно скажу, это один из лучших пляжей, наверное, на побережье Кассандры. По ряду причин. Во-первых, он большой, он широкий,
даже в сезон здесь не будет казаться, что очень много народу. То есть здесь всем хватит места. Здесь есть бич-бары, причем не один, а их 2 или 3 бич-бара точно. Соответственно, можно покушать, водички купить, попить, там душ есть. Здесь мелкий песочек, он приятный для ног. И когда заходишь в воду, там такой же песочек, он прям вот ковром лежит. Тактильные ощущения очень приятные. Прозрачная вода и вот этот песок, очень приятно плавать, ты все видишь. В общем, классный пляж, мы действительно его рекомендуем. От Певкахори этот пляж находится примерно в 8 минутах, 8-10 минут на машине, и вы в прекрасном месте. Честно сказать, те пляжи, которые в Певкахоре, они и близко не стоят по сравнению с этим пляжем. Мы все время, когда смотрели, что нам посетить на Кассандре, у нас все время выпадало одно место, Лутра называется, там горячие источники. Отдельно мы туда бы никогда не поехали, но раз уж мы рядом здесь, мы поедем туда и снимем эти источники. И вам заодно расскажем, покажем, стоит оно того или не стоит. Потому что это одно из немногих мест, которые можно посетить в Кассандре как достопримечательности, наверное, как места развлечений. Друзья, то, что мы потратили полдня в поисках такого классного места, мне кажется, заслуживает того, чтобы поставить лайк. И, соответственно, подпишитесь на канал, кто смотрит не подписанным. Мы вам всем очень благодарны. А мы едем в Лутра. Все, погнали? Поехали. Какая у нас классная парковка, да? Вообще супер. Шикарное дерево. Друзья, мы по дороге увидели красивое место, остановились. Здесь просто ни души, тишина вообще. И посмотрите, какой вид. И тишина. И тишина. Смотрите, вообще класс. Так все красиво, зелененько, ухожено. Такие домики классные. Это неудивительно, что здесь каменные сердца. Это любовь. Место просто великолепное. Мы подъезжаем к термальным источникам, и сразу мы чувствуем, что мы совсем рядом, потому что запах уже здесь не очень. Здесь сероводородные ванны, очень полезные для здоровья. Поэтому будем терпеть запах и восстанавливать свое здоровье, особенно после коронавируса. Вокруг лес, скалы. Классно здесь, да? Классно, только пахнет не очень. Ну, тухлые яйца. Тухлые яйца. Друзья, значит, мы прибыли в горячие источники. Прошли, мы сначала зашли так, без билета, посмотрели. Можно, кстати, зайти без билета, но потом все-таки мы вернулись, спросили, что к чему. В общем, билет просто, если в бассейне покупаться с источниками, по-моему, 5 или 6 евро. А если берешь программу, там бассейны и хамам мы взяли по 13 евро с человека.
общем-то, во внутреннем бассейне я не смогла находиться. Мне, честно, не стало плохо. Я еле добежала до улицы. Не знаю, ты спокойно это переносишь? Ну запах что Запах такого? просто стоит отвратительный. Я не знаю. Есть еще открытый бассейн. Можно, конечно, там рискнуть окунуться, но внутри я не могу находиться. Ну как впечатление? Нормально? Кала. Плохо пахнет? Ну, я ничего не чувствую. Ну, внутри ужасно. Друзья, ну вода не горячая, еле теплая. А так, в принципе, ну что, ну вода и вода. Ну попахивает и попахивает. Главное, чтобы я ничем не покрылся после этой воды. Вообще говорят, что она помогает от кожных заболеваний. В общем, я опустила ножки в водичку. Сейчас выходили женщины из внутреннего бассейна, сказали, что там вода попрохладнее, чем здесь. Здесь вроде бы как потеплее. Ну так, да, еле тепленькая. В принципе, очень красиво здесь все сделано. Но воняет. Меня не пугал запах. Я понимал, что за все уплачено. Поэтому отрабатывал входной билет по полной программе. Ну, есть чуть-чуть запашок, ну так, в принципе, ну, бассейн как бассейн. Наверное, чтобы эффект был, надо, наверное, дней 10 так походить, покупаться. А вон, видишь, источники? Где? Ну, вон, видишь, идет вот Угу. эта волна. Идет. Да, здесь в воде видно, в некоторых местах прям расходятся кругами. Друзья, мы в хамам идем. Нам надоели бассейны. Мы соскучились по пару. Хоть и... Кстати, я сейчас в бассейн окунула ножки, и теперь они у меня пощипывают кожу. Не знаю. Я думаю, что долго сидеть в этом бассейне нельзя, поэтому будь осторожны. Друзья, мы в хамам. Вообще кайф. Хамамчик, да? Хамам это супер. Ну, конечно, супер. Идем отдыхать. Друзья, значит, мы отлично попарились в хамаме и поднялись сюда на террасу спа-центра встретить закат. По поводу самого спа-центра с термальными источниками. Ну, не знаю, здесь на любителя, конечно, запахи здесь не очень. Это государственный центр, где-то в раздевалках чуть-чуть, может быть, грязно. Ну, хамам, в принципе, нормальный. Ну, сказать, что вау, прям круто, ну, наверное, мы не можем. Ну, достойно провели время, так скажем. Но если учитывать, что эти сероводородные источники полезны для здоровья, то люди, наверное, не зря сюда приезжают. Здесь рядом есть небольшие гостиницы. Видимо, здесь люди проводят какой-то прям лечебный отпуск. Ну, хотелось бы подвести итог нашего сегодняшнего путешествия. Можем сказать, что Пивкахори отличный туристический поселок и заслуживает вашего внимания. И в поселке отличные пляжи, не пожалеете. Наш вечер продолжается, и мы собираемся насладиться закатом в этом прекрасном месте. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Да, друзья, и обязательно напишите комментарии, что вам нравится, что не нравится, чтобы мы тоже понимали. Может быть, какие-то места, которые вы хотели бы, чтобы мы провели там обзоры, показали вам. В общем-то, всем пока, спасибо за просмотры, до новых встреч. Пока!